Всем привет, меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Под занавес второго дня марафона показов недели моды в Париже Стелла Маккартни пригласила всех собравшихся на фэшн-презентацию зрителей в мир имени себя. Этот частный мир оказался очень похож на тот глобальный, в котором мы существуем. В нем, как и в представленной сегодня коллекции «Весна-лето 2026», мирно уживаются мужское и женское, структурность и мягкость, бунтарство и романтика. Нынешнее шоу стало своего рода заявлением, что все вышеперечисленное может и должно быть вместе, несмотря на все «но». Каждого из гостей ожидал на кресле экземпляр газеты The Stella Times, эксклюзивное издание объемом в 4 печатных страницы, где разместилось подробное описание подхода британского дизайнера к роскоши и к осознанной моде. Модное действо стартовало с монолога Хелен Миррен. Сидевшая в первом ряду актриса шагнула на подиум и выступила с речью, зачитав строчки из хита Beatles «Come Together». Шумевшая до этого, как пчелиный улей, публика замерла от неожиданности и нарастающих эмоций. Кто-то тепло улыбнулся, кто-то украдкой смахнул со щеки слезу, кто-то поспешил зафиксировать на смартфон важный момент. Равнодушных в зале точно не было. «Объединяйтесь» – слоган из популярной песни Стелла Маккартни сегодня берет за основу новой коллекции. Идея единства становится для нее главным источником вдохновения. Единство людей между собой, человека и природы, моды и технологий. «Come Together» звучала на шоу не как фоновая музыка, а как философия сезона. Недаром дизайнер напечатала это послание в своей газете, призывая объединяться друг с другом, с реальностью, в которой живем, со своим гардеробом и, если получится, с самими собой. Коллекция разворачивается как диалог, где все время сталкиваются противоположности. Для примера отмечу традиционные для бренда и кочующие из показа в показ плечистые брючные костюмы, которые выглядят с одной стороны мужскими, а с другой за счет цвета абсолютно девчачьими. Лично мне понравился тот, что в темно-пудровом тоне. Тему поддержали мини-платья, поверх которых модели надели тончайшие джемперы, но которые шли с уверенным надежным плечом. Или, допустим, лаковые корсеты в красивом сиреневом, замиксованные с грубым денимом. О нем, друзья, скажу подробнее чуть позже. Эти образы казались идеальным кадром на подиуме про романтику и бунт. А еще платья-тренчи с юбкой-баской и персиковые лонгсливы с изящной драпировкой. Они создавали заметный контраст с прямыми брюками из гардероба бойфренда. Цветовая палитра, к слову, тоже работала на эмоции. Молочные, бледно-розовые, персиковые оттенки отвечали за нежность и женственность. Сиреневый и фиолетовый добавляли дерзости и вечернего гламура, глубокий джинсовый синий давал ощущение практичности и свежести, а серебристо-серый, кремовый с бирюзовым напоминали о легкости весны и воздухе, которым хочется дышать глубже. Скажу честно, друзья, мне всегда интересно изучать коллекции Стелла Маккартни, потому что многое в них совсем не то, чем кажется. Взять хотя бы финальное платье, в котором Алекс Консани эффектно закрывала шоу. Многие гости решили, что оно было создано из страусиных перьев, но на самом деле это пампасная трава, которую часто используют в декоре интерьеров. Ведь всем давно известно, Стелла – убежденная вегетарианка и давно проповедует отказ от натурального пуха, пера, меха и кожи. Главный принцип дизайнера и основательницы одноименного бренда – мода обязана быть осознанной, что совершенно не мешает Маккартни продолжать создавать стильные вещи из любых растительных материалов. Того же грибного мицелия, яблочной кожуры, чечевицы из органического хлопка. Даже пайетки здесь изготовлены на растительной основе, где пластик сменили на древесину и специальные водоросли. Теперь, как и обещала вам ранее, мои дорогие зрители, вернемся к дениму. Джинсы из нынешней весенне-летней коллекции уже вовсю вирусятся в соцсетях. По заявлению бренда, они активно очищают воздух, пока в них гуляешь. Материал разработал технолог из Барселоны по имени Альдо Солацо. Говорят, ткань имеет специальное покрытие, которое при контакте с воздухом поглощает парниковый вредный газ. И если носить такие джинсы целый год, то они смогут нейтрализовать количество загрязнений, равное объему выбросов от 1500 автомобилей. Да, Стелла Маккартни очень любит подобное новаторство. Однако лично у меня остается один вопрос. Воздух, возможно, и станет чище. А вот что потом будет с нашей кожей после ношения джинс, которые собирают все эти вредности? Пишите, друзья, в комментариях, как вам идея модной экологичности. В целом показ получился насыщенным.
возможно, даже перегруженным. Его можно было бы сократить, отредактировать, упростить, но отрицать нельзя. Стелла Маккартни умеет держать внимание и говорить о важном. В мире, где разобщенность стала почти привычкой, дизайнер мягко, но настойчиво напоминает: мода может быть не только красивой, но и объединяющей. Come Together здесь не просто слова из песни, и порой один модный наряд действительно говорит больше, чем длинная речь. Приятного просмотра, дорогие мои! Спасибо вам за поддержку словом, лайком, подпиской на канал. Всем хорошего дня, в жизни больше оптимизма, только положительных добрых эмоций и яркого, солнечного настроения.